Супруги Комаровы были исследователями различных паранормальных явлений. Как-то давно, встретившись в институтской библиотеке у полки, где стояли книги про призраков, оборотней и вампиров, они поняли, что созданы друг для друга. За несколько лет, прошедших со дня свадьбы, Маргарита и Кирилл написали огромное количество статей и книг на паранормальные темы. А недавно завели свой канал, на котором рассказывают о различных существах. Блог Комаровых становился популярным день ото дня, что не могло их не радовать. Однако в глубине души они переживали, что за все то время, что они посвятили борьбе с различной нечистью, по-настоящему так и не столкнулись ни с одним паранормальным явлением. Супруги ежедневно получали письма с просьбой помочь. Но почти всем тем происшествиям находилось логичное объяснение. Иногда им казалось, что никаких сверхъестественных существ не бывает, и зря они столько времени тратят на их изучение. Однажды в дверь их дома постучал седовласый мужчина. Он рассказал, что живет в деревне и что его жена таинственным образом исчезла. Они вместе пошли за грибами на поляну, где обычно их собирали. Старик достал телефон и показал фото, где его супруга позировала с ведром. «Я отлучился всего на 20 минут, а когда вернулся, то ее нигде не было. Зато на поляне откуда-то появился старый дом, которого никогда там не было», — сказал пенсионер и показал фото этой избушки. Маргарита посмотрела на Кирилла. Муж понял все без слов. В ту же минуту он встал и начал собираться в дорогу. Это было то самое происшествие с паранормальным подтекстом. Комаровы это чувствовали. Уже через час их внедорожник вместе с дедом ехал в сторону места происшествия. К вечеру, когда солнце почти скрылось за горизонтом, все прибыли в деревню и пешком отправились в лес. Спустя час среди кустов компания увидела тот самый покосившийся дом, в окнах которого горел свет, шторы были закрыты, и есть ли кто-то внутри, понять было невозможно. Вдруг послышался женский крик о помощи, и было очевидно, что он раздается именно из дома. Кирилл и Маргарита, вооружившись обломками сухих веток, вошли внутрь, а старика попросили дежурить на улице. В хижине было пусто. Осмотрев помещение, супруги решили выйти наружу, но дверь не открывалась. Ее как будто кто-то запер. Крик о помощи был ничем иным, как способом заманить их внутрь, решили они. Кирилл схватил полено, которое лежало у печи, и стал им бить по окну. Но от этого удара на нем не осталось даже царапины. «Что это за дом такой?» — спросила Маргарита, но не дождалась ответа, потому что в эту минуту дом вдруг стал подниматься вверх. Василий Иванович, который все это время бегал вокруг и пытался спасти семейную пару, замер в изумлении. Избушка устремилась вверх. Из-под земли стали выползать гигантские ноги в виде корней, и когда все они оказались снаружи, старик обомлел. Перед ним стоял какой-то неведомый монстр высотой не меньше 20 метров, на длинных паучьих ногах, которые тянулись вверх и соединялись с небольшим телом. А вместо головы был тот самый дом, в котором оказались заперты Комаровы. Окна избушки теперь горели, как 2 квадратных глаза. «Мать честная, кто же это?» — пробубнил старик, осеняя себя крестом. Существо наклонило голову, посмотрела на него глазами-окнами, а затем, перебирая длинными ногами, двинулась в сторону болот. Комаровы, запертые в доме, безуспешно пытались выбить окна и дверь, но их попытки были тщетными. Маргарита металась по дому, пытаясь найти хоть что-то, что помогло бы им выбить дверь.
За печкой она нашла ведро с сухими грибами. Именно оно было в руках жены Василия Ивановича на том фото. Значит, она тоже зашла в этот дом и исчезла. Спустя час старик, который все это время бежал следом, увидел, как дом встал на поляне, где лесники заготавливают пиломатериал. С земли он видел Комаровых, которые стучали в окна. Существо постояло какое-то время, а потом начало трясти головой из стороны в сторону. Как внутри пустой коробки, Рита и Кирилл летали от стены к стене, влево-вправо, вверх-вниз. Монстр тряс головой до тех пор, пока от ударов о стену люди не потеряли сознание. Затем окна в доме погасли, и монстр замер у высокой сосны. Переведя дыхание, старик осмотрелся. Вокруг лежали бревна, которые скоро должны были отправиться на лесопилку. Если здесь заготавливают дерево, значит точно должен быть где-то топор. Пенсионер стал ходить по поляне. В молодости он тоже заготавливал лес, и чтобы не носить с собой инвентарь, они его обычно прятали. Если хорошо поискать, рассуждал старик, то топор точно найдется. Он осмотрелся и вдруг заметил кучу наваленных веток. Старик раскидал их в стороны и увидел, что под брезентом стоит навехонькая бензопила и канистра с топливом для нее. Василий Иванович перевязал находку ремнем и перекинул через себя, как рюкзак. Кирилл и Маргарита очнулись. Было понятно, что дом или отдыхает, или вовсе уснул. «Наверное, он может перемещаться только на небольшие расстояния», – прошептала Рита. Муж молча кивнул. Они выглянули в окно. Сначала они не заметили ничего подозрительного, но затем, приглядевшись, увидели, что на дереве рядом с домом, среди веток, на том уровне, где ноги монстра соединяются с туловищем, медленно ползет Василий Иванович. Комаровы начали махать ему. Им было приятно знать, что кто-то хочет их спасти. Старик поднес палец к губам, давая понять, что нужно вести себя тихо. В эту минуту окна загорелись. В помещении стало светло. Монстр отдохнул и был готов снова идти. Неожиданно пол в доме стал проваливаться вниз. Рита и Кирилл вцепились в подоконник. Доски в центре комнаты обвалились, а под ними был огромный рот с острыми зубами в несколько рядов по кругу. Монстр стал мотать головой из стороны в сторону, пытаясь спихнуть людей в эту воронку смерти. Василий Иванович дополз по ветке до стоящего дома, прыгнул и вцепился руками в ногу. Затем быстро взобрался на туловище, от которого вниз тянулись ноги, а вверх к дому шея, состоящая словно из веток старого дерева. Из избушки раздавались крики. Было очевидно, что там происходит что-то страшное. Он рванул ручку стартера, и бензопила взревела. Острая цепь впилась в самую толстую ветку, идущую от туловища вверх, а пилки летели во все стороны. Через минуту Василий Иванович пилил уже следующую ветку. Монстр, понимая, что его убивают, стал крутить домом в разные стороны, пытаясь скинуть старика. Но того было уже не остановить. Перерезав отростки, идущие к голове, он нагнулся и вонзил пилу в корень, который выполнял функцию ноги. Раздался визг пилы, и конечность с треском повалилась в сторону. За ней старик перепилил вторую, а затем еще одну. Голова монстра, которая теперь держалась всего на одной ветке, покосилась в бок. Остатками ног он пытался удержать равновесие, но сделать это было уже невозможно. Пройдя 3 метра, монстр повалился на поляну. От удара о
землю, окна разбились. Старик выполз из-под рухнувшего дома, заглянул внутрь и стал звать Комаровых. Из темноты вышел Кирилл. В руках он нес Маргариту. Она была жива, но без сознания. Старик взял девушку через окно и отошел в сторону. Следом, хромая, бежал ее муж. Лежа на поляне, Маргарита открыла глаза. «Ваша супруга погибла. Мы нашли ее вещи внутри», – прошептала девушка. Глаза старика наполнились слезами. Он резко встал и снова направился в сторону той кучи веток. Нашел среди них бензин для пилы и вернулся к дому. Сквозь выбитое окно он расплескал горючее по комнате, достал спички, и уже через секунду дом вспыхнул. Неожиданно монстр пришел в себя. На оставшихся ногах он поднялся над лесом и с горящей головой, свисающей на бок, побежал в сторону болот. Но через 30 метров рухнул. Голова к тому моменту уже выгорела полностью. «Ну а вот теперь можно и домой», — сказал старик, утирая слезы. Если тебе понравилась эта история и ты хочешь как можно больше крутых видосов на канале Аниматор, то обязательно ставь лайк под этим видео, пиши комменты, подписывайся на наш канал и не забудь нажать на колокольчик. Оставайся с нами!